Опускаем стекло вниз. Вот так. Спорт режим. Так, можно теперь, в принципе... О, тёлки. Блин, 3 недели было холодно, теперь тепло. Так, я не знаю, когда этот видос выйдет. Если это будет холодный день, это будет еще круче, потому что сегодня 17 плюс или 18 плюс. Нормально. Погода шикарная. И я после работы решил одну штучку проверить. Увидел такие приложения, которые замеряют скорость. И вот специально для этого прогрел мотоцикл. Теперь он горячий. Приехал в сторону автобана. И мы поедем на автобан замерять разгон этого мотоцикла 0-100, 100-200. Я не знаю, как это вообще, что работает. Первый раз. Но я, как всегда, не закрыл сумку. Я специально проехал 15 км, чтобы он был горячий. Он сейчас горячий. Аж сработал вентилятор. Нагрелся. Дорога. Велосипед есть, там нельзя. Так. Остановил. Специально оказался на магистрали подальше от нашего райончика, потому что здесь вот новый кусок асфальта. Ехать можно на любой скорости. Сколько твоя техника попрет. Поскольку я уже знаю, сколько он едет, в принципе, просто вот интересно было бы, как это приложение будет считывать, то есть разгон, чего, почему, зачем. Мы сейчас такой тестовый забег сделаем. Как, чего и почему. Включил интернет, там GPS, что положено. Она, короче, должна по спутнику замерять. Сейчас посмотрим. Много кто проверяли и говорят, в принципе, прикольная штучка. Тахометр, он всегда гонит. Но он гонит как бы в плюс вам. То есть, если ты нарушаешь и видишь на спидометре, меня сфотографировали на скорости 220, на самом деле ты ехал не 220, но 215 или 210. Но при такой скорости, в принципе, там утешать уже 5-10 километров плюс-минус, это по барабану. В городе, в принципе, прикольно, потому что можно каких-то 5-10 километров разницы, если он будет гнать. Конечно, она погрешность не такая мощная, но он реально, чем ты быстрее едешь на любой технике, он гонит. И ничего ты не сделаешь. У меня даже машина новая, там показывает дигитальная скорость, и все равно он брешет. Включаю спутник, вот этот GPS, все дела, короче, замерку вставляю и показывает все время, что он на 3-4 километра погоняет в районах 70-80 километров в час. При случае фотографии, всякой хрени вот этой вот, она в принципе поможет. Я проехал уже, наверное, говорю, километров 15 примерно, а вот то и 20. Выехал спокойненько, так нагрелось, чтобы масло. Теперь у меня тосол горячий, потому что просто из здравого смысла водительского на холодную выезжать и сразу газ по вас, но это как бы убийство. А вот сейчас мы вот все, вот с этого момента кусок автобана, в принципе, можешь делать, что хочешь здесь. Так, я подожду, никого нет пока. Да, когда мимо тебя фуры так проезжают, что это не то ощущение. Я подожду сейчас, чтобы никто мне не мешал. И хочу посмотреть разгон. Включил full модус, то есть у меня сейчас абсолютно 143 лошадки. Все четко. Вода горячая, бензин. Поехали. I work like got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up
Тебе мешать никто не будет. Так, короче, эмоции были. Я думаю, там на видео я, наверное, это заглушу, потому что так резко пошел ветер, все дела. Так, здесь съезжать нельзя, все закрыто, все новое, все закрыто. Открываем приложение. Так, а что здесь стоит? 141 максималка. Что там фигню какую-то считает, ребята. Но сказать могу одно. Вот эти царапины, вот это все вот этим замком наделал. Спускаем стекло вниз. Вот так. Спорт режим. Так. Just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. Показал вообще непонятный мусор. Ну и вот сейчас я еще раз на него посмотрю. Если покажет опять такую же фигню, тогда мы нажимаем на кнопочку приложения удалить. Получилось бы, во-первых, оно мне не нравится, во-вторых, оно работает, как не понять с чем, как, почему и зачем. Сейчас вот резина нагрелась, вот как она, блин, она прям прилипает к асфальту, мне прям вообще. Вот это кайфы, конечно, вау, так можешь его наклонять вообще, оно сейчас резина такая четкая, нагрелась на автобане. Спидометр что-то 236,8, я не помню сейчас, да, максималка. Я не помню, вот я сколько на нем ездил на этом мотоцикле максималку. 2 раза, 1 раз, 2, всего. И то 1 раз я записывал, 2 раз нет, или наоборот. Вот, моя любимая скорость на этом мотоцикле или 120, или 140, вот так вот ты на нем, даже 150 ты на нем едешь, в принципе, по кайфу. Что-то мне подсказывает, что приложение мусор, я сейчас заеду здесь, вот недалеко остановлюсь, посмотрю на все это дело и скажу, нафиг тебе надо, надо его стирать. Что она будет там? Вот, кстати, сейчас опустил эту лопату и сразу прям почувствовал, что ветер как бы по-другому совсем, да. С поднятой лопатой она мне била в голову. Тут получается лопату отпустил, как вот обзор теперь как Kawasaki Ninja, чуть-чуть больше, конечно. Но вот на спорте я смотрел, мне кажется, у них еще стекло, наверное, на сантиметр ниже лежит. Вот на full модус ты ему ручку газа начинаешь откручивать, и он пошел. В чем мне в нем нравится, прям, что вот ты вот ручку выкручиваешь, и он вообще пошел, и пошел, и пошел. Че тут, блин, сколько квартир понастроили новых? Шикардос. Или шикарно. Обалдеть.
Там, наверное, надо будет за месячную оплату вносить за квартиру. Будь здоров. Кстати, вот здесь можно остановиться. Что мне покажет мое продолжение, которое я, наверное, сейчас сотру. Не, предложение мне не нравится, если честно. Я его, наверное, реально сотру. Что у нас тут интернет вообще в последнее время такая мурло. Ну чё? Уже так сторис долго грузится. Да, чуваки проезжают мимо, смотрят на меня на грузовике. Я раньше тоже так проезжал мимо на грузовике, смотрел на байкеров. Охота было мне тоже выехать, но я был на работе. Теперь у них такая же беда. Кто-то из них тоже байкер, и он может выехать только вот в субботу-воскресенье. У нас последние субботу-воскресенье погода не очень, хотя сейчас обещают. Август был до того страшный, говорить вслух нельзя. То, что я столько километров за сезон вообще нормально так давно не наезжал. Ничего не могу поделать с этим. Погодные условия были не очень. Я не любитель дождей, грязи. Так, можно теперь, в принципе... Да. Неплохая местность, такие поворотики, все дела, но это такое себе, как сказать. Здесь не понаваливаешь, мы так просто что проездом прокатимся, катаемся, не знаю, как это даже назвать, как-то вот так. Проездом, да, надо будет что-нибудь перекусить и становиться, потому что я на работе завтракал только и чувствую, силы меня начинают покидать. А так, в принципе, едешь тут, наслаждаешься красотой, ну, более-менее чистотой. Хороший регион, вот мне он нравится, в принципе, я бы здесь хотел бы жить. Лес это сразу же, лес равно кислород, чистый воздух. В принципе, этот район неплохой, как бы, ну, работа в регионе здесь есть. Не так далеко от нашего дома. Ну и приятно, в принципе, здесь на мото ездить. Конечно, дорог длинных таких нету, такие они коротенькие. Мне нравится, что что-то делают, они начали умнеть опять, возвращаются к кольцевому движению, то есть вместо светофора стоит кольцо, намного удобнее, не надо полностью останавливаться, меньше заторов с этими кольцевыми движениями, электричество не надо на светофор тратить, и светофор нужно еще и ремонтировать. Зашипел. О, тёлки. Я люблю что-то разнообразить. То есть разнообразие на работе у меня там разнообразие абсолютно нормально. Не скучно. Я бы даже сказал наоборот, редко бывает скучно. Редко, очень редко бывает скучно. Вот так же самое я пытаюсь разнообразить, в принципе, мотопутешествия, мотозабег, пробег, покатушки. Сейчас вот в последнее время смотрим, там, допустим, какие-нибудь достопримечательности поехать посмотреть. Из-за того, что в августе мало ездил, мне было сейчас так по барабану, я просто хотел тупо выехать, даже не достопримечательность посмотреть. А что? Просто попалить бензин. Так, вот что за тачка такая? Вообще красота какая-то старая. Да, старая. Вот и в музей пора, она едет спереди. Вот такие вот вещи тут бывают на дороге. Не бит, не крашен. Да, там ни катализатора, нифига нету. Что за машина? Это у нас Renault 4. Прикол. 12 Sekunden später. Я, может, такую машину, может, видел 2 раза всего лишь в нормальном состоянии. Вот это второй. Eine Minute 37 Sekunden später. Ты чё? Блин, вот ты даешь. А, там девочка.
Давай. Он остановился. Я из-за джипа ее не видел. Молодец, остановился. Я помню, так хотел в Казахстане дорогу перейти 20 лет назад. Так меня чуть Паджеро чуть не с зеброй не сравнял. А вот здесь вот остановился человек. Не Паджеро, конечно, но не в Паджере дело, а дело в том, в сути, в морали, в воспитании человека, который за рулем сидит. Уступил ребенку переехать на велосипеде через дорогу. И, соответственно, на противоположной стороне остановилась тоже женщина, сделала то же самое. Девочка спокойно проехала, без страха за свою жизнь. Класс. Вот это вот мораль, дисциплина, понятие, вот это воспитание на дороге. То, что друг с другом коммуникация вообще шикарно. Ну, то есть, это классно. Это так должно быть везде. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Ну что, не едем? Ну, там уже все уехали вперед. Ты что, спишь? Нет, не все. Да. Светофор как-то работает непонятно. То есть мы сейчас на нем проскочим, а вот здесь он как бы... Это уже второй раз за год. Вот он был недавно, этот стоял, светофор, летом. То есть такие пробки были длиннющие, адские. Сейчас опять поставили. Когда вы уже успокоитесь, а? Сделали, кстати, переезд здесь, где поезд. Положили между рельсами резинки. Ты когда переезжаешь, вообще по кайфу. Через переезд сейчас мы переехали, через дорожный. Вообще, рельсы, даже я не помню, что там рельсы есть. Резинкой сравняли это все дело. Круто. Я думаю, единственное будет косяк, если будет на улице дождливо, будет чуть-чуть скользко. Вот и приехали в городишко Лемго, соседский наш городок. Я здесь, помню, не один час за рулем провел, именно когда сдавал категорию на грузовик. Фломастер. Потому что у нас тут была и автошкола, и учитель у нас тащился по этому городишке. Здесь вот таких много вот таких закоулков, такие право перед левым. 12 Sekunden später. Вон асфальтоукладчик стоит. Бургер может заточить, что ли? Или нет, или да, да. Ну вы уж совсем.
маски с собой нет. У нас до сих пор еще вот с этими масками. Они вот уже весь мозг пронесли. Фига себе она заруливает. Да, вон есть. Суперски. Мы так и сделаем. Картошка фри, еще никто ее не отменял вкус. Всегда ее можно. Ну, я сейчас хитренько сделаю так вот здесь. Стоят в масках. А, блин, у меня вообще бабки есть. Я даже не помню, слышь. Есть у меня бабки тут, нет? Есть. Есть. Автошкольники. Автошкола. 20 Minuten später. Так, ну что, мы перекусили. Потому что я завтракал, это уже было давно, неправда? Теперь можно спокойно ехать. Иногда можно, но не всегда. Я в последнее время, если там в Burger King заехал, то взял кофе за 1 евро. И поехал дальше. А ты что там едешь? Вот это единственное, где я могу вот так вот. Ой! Ой, я хочу, вот сюда поеду. Я поеду назад, к другому кольцу опять. Где я только что был. Люблю вот эти кольца. В них плюсов уйма сколько. Движение не тормозит, пробок нет. Электричество кольцу не надо. Его один раз построили. Все. Ездишь, у нас в кольце у тебя есть преимущество. Когда ты находишься вне кольца, ты должен ждать. То есть уступи дорогу, знак стоит вне кольца. Я внутри кольца сейчас нахожусь. Я могу здесь ездить, сколько мне угодится. Типа того, да. И такой хоп, 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 хоп. Ну и типа это, оба. О, фура. В тормоза дал, там, наверное, там красный. О, фура с Голландии. Так, вот здесь ящики есть, я смотрю. Ящик для одежды. Сюда можно сбросить одежду и, соответственно, войдет на пожертвование. Красный крест и т.д. и т.п. Там же вроде 30, они все летят. Хоть бы кто-нибудь скинул бы скорость, а? Молодец, хорошая камера. Вот, дешевая камера, вам хороший пример. 2 часа уже работает на одном аккуме. Но для начала как бы супер. Ну, в последнее время начинает мне чаще опять же нравится GoPro-шная картинка. Пока еще не понимаю. И я начал, соответственно, смотреть ее технические данные и всю вот эту вот белиберду. Ну, чтобы типа брать или не брать, в чем вопрос-то?
посмотрим. Если вы вдруг увидите, что сильная разница в качестве пошла, в видеокачестве, тогда можете меня спросить в комментах, что уже, купил GoPro что ли или что. Но пока еще в данный момент как бы записываю до сих пор еще на мою первую камеру. Там в настройках чуть поковырялся. О, Бэха с Франции. Нифига у них номер пластмассовый. О! Эхо. Inzwischen Здесь, кстати, еще прикол будет, еще покажу. Вообще, я сам обалдел, когда увидел. Все, повернем. О, поворачиваю. Вон, короче, там стройка, да? Весь магазин был. Сколько вот, 20 лет, и сколько в Германии мы проживаем. Тут они сегодня на завтра решили его чуть-чуть шире сделать, больше. И вот расковыряли все. Добавили сюда пару квадратных метров. Скоро будет охрененный магазин. Короче, удлинили его чуть-чуть. Молодцы. Начали это вот дело на месяц или два назад. 14 слов и доставка. Уже бац-бац, уже, блин, сколько сделали. Стену поставили новую, крышу подчинили. Вообще. Ребята не спят, ребята работают. Здесь, в принципе, вообще вот эти вот стройки быстро делаются. Как только банк кредит дал, приехали конторы, нанимают эти конторы, там архитекторы, все дела, вот эти вот фирмы, инженеры нанимают там всякого там по строительству. Они там это все бах-бах-бах. У нас магазин строили, там года не прошло, магазин и сверху еще 3 этажа парковки, там все дела, короче. Стоит как новый. Ну так новый, но я имею в виду, там ничего не было, сравняли все, еще прокопали еще вниз, в глубину. И они отгрохали, можно сказать, потом вот на ровном месте, опять же, все заново и прям вообще шикарно, ну махом, прям бах-бах там. Говорю, у них там такие рабочие сроки, иногда смотришь, думаешь, ребята, вы че? Вообще, работяги, конечно. 12 Sekunden später. По плану этому и так они уже как бы типа времени специально планируют чуть-чуть больше, ну, потому что всегда есть там нужны какое-то время дополнительно какие-нибудь косяки, там уборка косяков каких-нибудь, там тыры-пыры, и соответственно они не могут впритык это все распланировать. Ну могут, но смысл? Все равно надо всегда что-нибудь надо доделать, надо какие-нибудь доработки вести, и соответственно все время чуть-чуть план больше. И его хотя бы уже когда хотя бы его в срок выполняют, уже круто. Чувак. О, поздоровался. Молодец, молодец. В общей сложности я проехал 150 километров. Да ладно. Я даже не ожидал. Ну это, конечно, на работу, с работы, плюс вот поездил чуть-чуть. А точнее 80 километров по колхозам, по полям, по проселочным дорогам. Ну да, я еще же на магистрали был. Вот на магистрали я, наверное, как раз таки, наверное, 40 наездил вообще на ровном месте. Потому что на магистрали 40 километров проехать, это вообще выехал. 3 съезда, один сразу не съехал, проспал, все, у тебя следующий съезд там через 8 километров, скажем. Вот тебе, пожалуйста. Туда 8, назад 8, 16. Вот и все. А небо такое голубое. Красота. Красотища. Надо будет сейчас вот с детишками погулять, пока такая погода шикарная.
Вот 20 лет назад мы в Германию приехали, такой же, мне кажется, не было. Да мне кажется, так и не было. У нас тогда, помню, было в 2003 году. Какая жара стояла. Давай, дуй. Ну едь что-то. Стоишь. Ну, подождал. А то некоторые, блин, без спросу лезут.